Под густым тенистым пологом доисторического тропического леса бесшумный охотник скользит в мутные воды реки. Это Титана-боа. Ее размеры ужасающие. Более 40 футов в длину, что примерно равно длине школьного автобуса, и весом с небольшой автомобиль. Это крупнейшая змея, когда-либо известная. Происходит это около 60 миллионов лет назад. Всего через 6 миллионов лет после того, как динозавры были уничтожены незваным астероидом. Природа медленно возвращается к жизни. Эпоха палеоцена. Дом Титана-боа. Пышный и знойный. Воздух невероятно влажный, как в парной, а реки кишат рыбой. Идеальной добычей для такого хищника. После исчезновения динозавров Титана-боа становится королевой охоты. Она идеально приспособлена для силы и скрытности. Прочный, крепкий позвоночник поддерживает ее огромные размеры, оставаясь при этом плавным и бесшумным. Титана-боа скользит по воде, словно тень, едва заметная. Она не преследует добычу, ей это не нужно. Титана-боа ждет под поверхностью реки в темноте. Группа древних двоякодышащих рыб подплывает слишком близко. Одним рывком змея бросается, ее челюсти захлопываются. У рыбы нет шансов. Хватка Титана-боа беспощадная. После того, как добыча перестает двигаться, змея немедленно заглатывает ее целиком. Миллионы лет эта змея правила тропическими лесами. Ничто не могло бросить ей вызов. Ни доисторические крокодилы, ни мелкие млекопитающие, ни даже птицы. Но, как оказалось, она не была единственным верховным хищником. Наряду с Титана-боа существовала целая семья змей. Огромное биологическое древо, полное геномов и видов змей. Их история охватывает около 100 миллионов лет, вплоть до мелового периода. Их окаменелости находят по всей Южной Америке, Африке, Индии и Австралии. Это потому, что они эволюционировали на континентах Гондваны. Тогда все это было единым огромным массивом суши, и они жили в самом его сердце. Эта семья сосуществовала с динозаврами. Тогда динозавры правили миром, и змеи не могли быть слишком опасными. Они жили в тени динозавров, приспосабливаясь, чтобы выжить. Некоторые питались мелкими млекопитающими, другие ждали, пока вылупятся яйца динозавров. Некоторые были настолько смелыми, что нападали прямо на детенышей динозавров. Окаменелости одного вида показали останки маленького титанозавра, гигантского длинношеего динозавра, в желудке змеи. Когда эпоха динозавров закончилась в огненной катастрофе, для этих змей настало время торжества. После катастрофы с астероидом мир вступил в новую эру жары и влажности. Чем теплее климат, тем легче холоднокровным рептилиям процветать. Змеи, включая Титана-боа, становились крупнее, чем когда-либо, как и другие представители этой семьи. Все змеи распространились по континентам, с каждым веком становясь все крупнее и страшнее. В итоге Титана-боа перестала быть единственным правителем джунглей. Перенесемся примерно на 47 миллионов лет назад, в средний эоцен, в тропические низменности того, что сегодня является Западной Индией. Пышное, болотистое место, полное рек и водоемов. Земля была теплее, черепахи и крокодилоподобные существа грелись на солнце. И там эволюционировал самый крупный и устрашающий хищник из всех – Васуки индикус. Даже имя звучит величественно. Васуки – король змей в индуистской мифологии. Колоссальная змея, обвивающая шею бога Шивы, сильная и преданная. А индикус – потому что окаменелости этой змеи были обнаружены в Индии. Васуки превзошел Титана-боа, достигая ошеломляющей длины в 50 футов, как четырехэтажное здание, и веса, сравнимого с небольшим слоном. В отличие от Титана-боа, предпочитавшей охотиться в реках, Васуки в основном охотился на суше, хотя при необходимости мог заходить в воду. Он крался по болотистой местности с тихими расчетливыми движениями, сливаясь с густыми зарослями. Васуки питался крокодилами, огромными черепахами и даже ранними китами в местных водоемах. Никто не мог противостоять ему. Его огромные мышцы сжимали добычу с невероятной силой, но еще страшнее были его челюсти. В отличие от Титана-боа и современных питонов, Васуки не мог заглатывать крупную добычу целиком. Вместо этого он пожирал ее живьем своими зубами, быстро и абсолютно безжалостно. Это был верховный хищник своего времени. И не забывайте, что речь идет не об одной Титана-боа или одном Васуки. Эти змеи были частью целых популяций. В палеоцене реки кишели разными Титана-боа. Молодые, меньшие по размеру боролись за выживание, в то время как самые старые и крупные доминировали в водных путях. То же самое происходило с поколениями Васуки и других змей,
которые соревновались друг с другом тысячелетиями. Со временем многие представители этой семьи обзавелись собственными регионами для правления. Например, наряду с Васуки в Северной Африке, в районе современного Египта, процветал еще один крупный вид. Тогда эта земля была полна воды и болот. До этого момента считалось, что этот вид был крупнейшим, около 36 футов в длину, что все еще больше, чем самые мощные современные змеи, такие как зеленая анаконда. Но затем наступила эпоха плейстоцена, примерно от 2,5 миллионов лет назад до 11 тысяч лет назад. Современные люди эволюционировали по всему миру, и у змей появилась новая проблема, еще хуже, чем динозавры. В Австралии, пока мы развивали разум, местным королем змей был Урангор, названный в честь мифологической радужной змеи аборигенов, создателя мира. Вопрос как с курицей и яйцом. Была ли змея названа в честь божества? Или аборигены создали свое божество по образу змеи? Древние австралийцы сосуществовали с этими хищниками тысячелетиями, предупреждая своих детей об опасных местах и передавая истории об ужасающих змеях. В их легендах великая радужная змея формировала землю, реки и черты мира. Эти легенды, скорее всего, были вдохновлены мощной природой этих змей. Если бы они только знали, что эти животные были не такими огромными, как Васуки или Титанобоа, хотя все равно оставались опасными. Урангор достигал длины до 26 футов. Он предпочитал более зеленые и влажные части Миоценовой Австралии, такие как водные пути с пышной растительностью вдоль берегов рек, где было много потенциальной добычи. Его тело было толстым, как человеческое бедро. Он любил охотиться в районе современного северо-западного Квинсленда. Его окаменелости были найдены в известняке Риверсли. Это была удивительная находка. Череп был почти целым, с зубами и всем остальным, что невероятно, учитывая, что черепа змей очень хрупкие и обычно не сохраняются при окаменении. Как и его предшественники, Урангор не полагался на яд. Это был констриктор, быстрый и мощный. Но, по крайней мере, теперь эти рептилии не были такими жестокими. Их объятия быстро вызывали остановку сердца у добычи, так что конец наступал довольно быстро. Кроме того, они больше не могли заглатывать добычу целиком и не имели таких острых зубов, как Васуки или Титанобоа. Поэтому и Урангор, и Вомби питались медленно, как современные питоны. Тем временем Вомби, длиной около 20 футов, имел похожую голову и мог охотиться только на сумчатых, рептилий и других мелких существ, которые подходили слишком близко. Владения Вомби были водоемы. Он лежал, свернувшись в тени, неподвижно, его тело идеально сливалось с пыльной землей. Если кенгуру или валаби осторожно приближались к воде, они не замечали хищника, пока не становилось слишком поздно. Змеи-вомби задержались в Австралии на миллионы лет. Даже когда климат и экосистема изменились, это их не беспокоило. Напротив, они процветали в более прохладных и сухих регионах Австралии. Но даже гиганты падают. Время шло, земля становилась все холоднее, и природа начала меняться. Вомби удалось продержаться примерно до 50 тысяч лет году, и, возможно, они существовали бы дольше, если бы не люди. Те же аборигены Австралии, которые когда-то боялись вомби, в итоге привели к их исчезновению. Все эти годы они были верховными хищниками, но маленькие обезьяны охотились на них до вымирания. Так работает эволюция. В конечном итоге все гигантские змеи исчезли, оставив после себя лишь окаменелости и такие истории. На этом все на сегодня. Если вы удовлетворили свое любопытство, поставьте лайк и поделитесь этим с друзьями.